Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Лариса Кириллова, и я вас приветствую на телеканале ЛРТ+. И сегодня в нашей программе «Гость в студии» мы будем разговаривать с удивительным человеком Дайнисом Игнатансом. Но на сей раз Дайнис находится в нашей студии не как криминолог, доктор наук или же преподаватель, а как автор музыкального проекта «Вожди». И хочу сейчас прямо немножко рассказать об этом уникальном человеке. Итак, Дайнис Игнатанс. Дайнис Игнатанс родился в Даугавпилсе, учился в 12-й средней школе и Валс-гимназии. В возрасте 15 лет с семьей переехал в Великобританию. Выпускник университета Кентбери. И сегодня Дайнис продолжает работать в сфере криминологии. Молодой человек осваивает для себя и новые профессии – режиссера, актера, продюсера. И в конце августа в Даугавпилсе прошли съемки первого его музыкального проекта «Вожди». И сейчас я предлагаю вашему вниманию посмотреть отрывок этого музыкального фильма. Землетрясение, дожди, тюрьма ежедневная, не жди взаймы безусловной, найди вулкан нерушимый среди простоты бездушевной. Мы посмотрели фрагмент проекта «Вожди». Добрый день, добрый вечер, Дайнис. Ваша повседневная работа далека от музыки, от творчества, и тем не менее заманила музыка. Почему этот проект, почему в таком формате и почему такое название? Наверное, есть небольшое какое-то желание что-то сказать публике, немножко в другом формате, не в письменном, не вот именно просто телевидение, а именно что-то такое через искусство. Почему? Потому что, наверное, есть немножко недовольство тем, куда немножко идет мир в определенных сферах. И это не в смысле, что вот в детстве было лучше, там раньше было лучше, а сейчас все плохо. Не в этом смысле. Изменения в мире не всегда в хорошую сторону, они бывают и в плохую сторону. Раньше у людей были какие хобби? Читать книжки. Хотелось читать книжки быстрее со школы домой, чтобы книжки почитать. Хотелось читать поэзию, хотелось рисовать, хотелось что-то писать. А теперь хобби в основном селфи, люди хотят быть популярными. И не потому, что не по таланту, а просто популярными в смысле популярности. Мы как-то стремимся к таким вот чисто материалистичным, недуховным, неинтересным, наверное, даже вещам. Наверное, потому что все-таки наше время – это время потребителей. Обязательно. Обязательно. И чем больше мы это видим, тем больше люди, особенно молодое поколение, считают, что это правильно. Мы все больше стремимся иметь новейший iPhone, новейшие какие-то там брендовые одежды и так далее. А что у нас внутри, мы ценим меньше и меньше. Это как-то жалко. Ну, по большому счету, ваш проект – это, скажем так, возможность поразмышлять на досуге, куда мы идем. Да, обязательно. Это философия, правильно? Обязательно. А что вы хотите донести этой философии для простого человека, да, который занят своими делами, знаете, который дом, работа, магазин, может быть, театр, да. Может быть, на юг съездить к морю? Это все хорошо, это все надо делать. Я никогда никого не хочу учить жизни. Учить жизни людей не надо, сначала самому надо научиться жить правильно. Это больше про то, чтобы люди вот как бы подумали о том, на что они, может быть, тратят слишком много времени, силы и энергии, и что они немножко, может быть, забывают. Мы очень часто забываем своих старших близких, мы очень часто забываем хорошую классическую литературу, красивую классическую музыку. Мы все больше и больше слушаем что-нибудь простое, такое вот ширпотреб. На 3 аккорда, да? Да, ширпотреб, такой фастфуд культуры, фастфуд одежды, фастфуд мира сего. А в конце концов, когда мы все будем старыми, а все мы не будем сожалеть о том, был ли у нас iPhone или не был у нас iPhone. Вот про это не будем вспоминать. Послушайте, когда у музыкантов спрашивают, откуда появилось это произведение, да, кто ваша муза, да. Я вот хочу вас спросить, что послужило щелчком для того, чтобы сказать, все, хватит, я хочу написать вот эти стихи, я хочу написать эту музыку, и я в конце концов хочу рассказать об этом всему миру? Я как бы живу в западной стране, а в западной стране вот это вот материалистическое отношение к миру, оно намного более выраженное, чем
в восточных странах. Может быть, потому что там денег больше, может быть, просто из-за разной культуры. Но чем больше... Я работаю с большим количеством людей. Я работаю со студентами, с преступниками, с жертвами преступлений и так далее. И все более я замечаю, что даже вот в сфере криминалистики мы все больше думаем исключительно о деньгах. Мы думаем, сколько денег есть у полиции, чтобы бороться с преступлениями, сколько у кого украли, компенсации. А это по принципу того, сколько денег, настолько раскроем дело уголовное, обязательно. Да? Если на кого-то напали, как это оплатить? Кому-то сломали ногу, мы переживаем о том, как это оплатить. Мы не переживаем о том, как это влияет морально и психологически на человека. Сколько денег нога, сколько денег голова. Ну, смотрите, мы очень часто в этой работе и на афишах видим такую фразу «все окей». Да. Вот действительно в нашей жизни все так хорошо, или вы просто, скажем так, издеваетесь над людьми? Да, это такая сатира, там даже хэштегик небольшой, все окей, и смайлик. Мы как-то все больше и больше живем в мире, где мы прячем свои настоящие эмоции. Плакать некрасиво, люди посмеяться, печальных никому не надо, никто не хочет общаться с печальными. Всем хотят веселых, легких, простых. Мы теряем большинство эмоций. И культура эмоджи, это тоже очень в тему тут, потому что эмоции человека, они целая радуга, целый спектрум. А мы теперь становимся все больше и больше эмоджи. Ты или радостный, или несчастный, или злой. А комбинации мы уже все меньше и меньше умеем делать. И распознавать мы их меньше уже тоже умеем. Поэтому в самом видео мы как раз именно пытаемся работать с теми моментами, где эмоции не такие простые. Счастлив, рад, злой, несчастный. Люди сложнее, чем это. То есть вообще мы перестаем быть универсальными, правильно? В наше время быть универсальным, это как раз значит быть неуниверсальным. Сейчас быть богатым, популярным и так далее значит что? Носить брендовую одежду, которая очень похожа друг на друга очень часто. У нее палета серого по темно-коричневой, и ничего, кроме этого уже не модно. Это самому не готовить, обедать в одних и тех же богатых ресторанах, потому что там люди на тебя смотрят, вот ты какой фанаберный. Сейчас быть уникальным как раз значит не быть уникальным. Сейчас универсальным, я про универсальность говорила. Да, может быть и в таком смысле. Просто мы на данный момент почему-то вроде притворяемся, что мы все каждый я такой, я не такой, как все, а мы как раз становимся больше, как все, мы как раз становимся очень одинаковыми. Вы знаете, говоря об эмоциях, очень многие люди, приезжая из западных стран, говорят, ой, там так классно, там все улыбаются. Это улыбка искусственная тогда? Обязательно. Все окей, это сатира, это когда, если кто-то уже задает вопрос, а все ли у тебя хорошо, это уже понятно, что что-то нехорошо. Уже когда его задают вопрос, и когда отвечают «да, все хорошо», это уже понятно, что оно уже нехорошо. Этого вопроса нету, когда нету проблемы. А мы все меньше и меньше не хотим говорить о своих проблемах. Мы закрываемся в себе, мы запиваем наши проблемы, заедаем, не знаю, играем в какие-нибудь там игры компьютерные или что-нибудь. Мы прячемся от проблем, мы прячемся от собственных эмоций. Мы боимся себя, мы боимся быть людьми. Хорошо, в таком случае, кто такие вожди и вообще как родилось это название? Вожди в этом смысле... Нет, вожди, конечно, могут быть все мы. И вожди могут быть и плохие, и хорошие. Но в смысле именно этого видео вожди имеется в виду как концепция человека, который не поддается таким нормативным, навязанным стандартам. Да, это человек, который видит, что они есть, и понимает, что без них никуда, но, тем не менее, он готов с ними бороться. У нас, как видите, вокруг много масок. Эти маски как раз репрезентуют это все окей. Без эмоций, без каких-либо слез, без настоящих каких-либо чувств. Все окей, мы просыпаемся, мы едим, мы идем на работу, мы ложимся спать. Хорошо, и а стареем. Этот манекен с дыркой в голове, это кто? Этот манекен – это как раз вождь. Это человек, которого пытались сделать такими же, как все, то есть покрашенный в такой же цвет, как и маски. Но чем больше его били, тем больше было видно, что под низом что-то не белое, а кожного цвета, человеческого цвета и так далее. То есть вождь – это революционер, по большому счету? Это человек, который развивается от проблем, которые в его жизни были. Вожди не рождаются, вожди создаются проблематичными моментами в жизни людей. То есть, в моем понятии. То есть по большому счету получается, вождь – это человек, который не хочет быть серой массой, правильно? Да. И может быть человек, который помогает другим людям тоже ею не быть. А вождь может управлять толпой?
Обычно Вашей интерпретации. в нашей интерпретации в основном нет. Как увидим в видео, у наших вождей в видео это не получается. Проблема в том, что теперь толпами командовать намного проще через SME, через газеты, через новости, через музыку, очень простую, тоже ширпотребную фастфуд музыки. И слушать ее проще, и переживать там ни про что не надо. Мы слушаем, тумс-тумс-тумс, потанцевали, ура, классно, в машине включили, пивасика, и жизнь простая и легкая. А зачем думать о чем-то? Ну а сейчас я предлагаю посмотреть работу Дайниса Игнатанса и его команды. Если я не ошибаюсь, то над созданием этого фильма работали 30 человек. Точно так. И потом мы вернемся к этому разговору. Кто такие вожди? Если ты смотришь на свое отражение, мираж твоя правда или одни искажения, судьбой не предсказано каждый день ужесточение. Там перекресток сам или изображение. Не просто раскрыть смысл врата уважения, боль поддержать зверский гул пребывания. Не дай обсуждению завтра стать совладением. Только правда она вне соревнования. Дожди, тюрьма ежедневной, не жди взаймы безусловной. Найди вулкан нерушимый среди простоты бездушевной. Дожди, тюрьма ежедневной, не жди взаймы безусловной. Найди вулкан нерушимый среди простоты бездушевной. Вожди. Бред, тусклый жемчуг, лед твое сострадание, честна полуправда, бойня внутри, разрывание, дефекты навязаны, и тяжел крест призвания, а дорогой багаж вежливость убеждения. Всех утеши, дай тишину соглашения. Жизнь полотно, а гуашь пренебрежение. Одно лишь презрение вместо воображения. Настоящий тогда ты землетрясение. Дожди, тюрьма ежедневной, не жди взаймы безусловной. Найди вулкан нерушимый среди простоты бездушевной. Дожди, тюрьма ежедневной, не жди взаймы безусловной. Найди вулкан нерушимый среди простоты бездушевной. Вожди.
Ну вот, посмотрели, проект действительно неоднозначный, и уверена, что кто-то скажет, господи, что за ерунда, кто-то скажет, вот это круто, кто-то вообще окажется равнодушным, скажет, не первый, не последний такой. Ну, Данис, что вы своей работой хотели сказать все-таки людям? Я хотел бы сказать людям, что всегда важно посмотреть самим на себя, может быть, вот именно вот это вот свое изображение в зеркале и подумать, там то, что мы хотим видеть, или там что-то надо немножко менять. Потому что, в конце концов, нам жить 100% с собой надо всю жизнь. Мы от себя никуда не уходим. Люди вокруг нас иногда нас покидают, исчезают, умирают, а мы сами всегда с собой. И надо как-то, быть довольным тем, что видим в зеркало. А есть надежда, что все-таки современный человек, он проснется, и вспомнит, что он не только потребитель, но и он еще и созидатель? Понадеемся. Но в наше время все еще существуют шикарные артисты, и шикарная музыка, и шикарные стихи и так далее. Просто мы их меньше и меньше читаем и меньше смотрим. Понадеемся, что в наше время люди еще немножко способны больше задуматься о себе. Не обязательно в очень молодом возрасте. В молодом возрасте хочется быть уникальным и таким же, как все в одно и то же время. Это интересная комбинация. Сразу и уникальный, и такой же, как все. Посмотрим. Я надеюсь, что те, которые посмотрели видео, может быть, задумаются немножко больше. Очень коротко. Те люди, которые были заняты в этом проекте, после завершения его, о чем говорили? Мы показали им это видео, мы говорили о будущем, мы надеемся сделать трилогию этих видео, то есть еще 2 видео. То есть продолжение будет? Продолжение будет сниматься в Даугавпилсе опять? Несомненно. Несомненно, конечно, мне тут нравится работать и с людьми, и со структурами, и эмоции те, которые я пытаюсь передать, наверное, проще передать с теми людьми, с которыми я родился и вырос. Послушайте, вот тоже коротко, вы показали эту работу людям, с которыми вы создавали этот проект. На ваш взгляд, вас поняли? Это самое главное. Вас поняли, вас Те люди, поймут? которые снимались, 100% меня поняли, потому что сценарий с ними отрабатывали долго и усердно и много раз. Поймет ли меня публика, не знаю. В этом видео очень много маленьких деталей. Там есть история с чемоданом, которую, может быть, никто и не заметил, пока мы это показывали на данный момент. История серых людей, которые в серых футболках. Там есть много таких мини-историй, которые можно заметить или не заметить, а в них во всех много смысла. Поэтому кто-нибудь поймет базовую идею, кто-нибудь поймет все мелочи, кто-нибудь посмотрит 2-3 раза и, может быть, посмотрит на все микродетали. Но я надеюсь, что все поймут хотя бы что-нибудь, хотя бы то, что надо смотреть на себя и мне хочется верить в то, что в любом случае, просмотрев это видео, равнодушных не будет. А если их не будет, то это уже победа. На этом все. И я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был Данис Игнатонс. До свидания. До свидания.